Продолжаю превращать чердак в две жилые комнаты, и было необходимо разделить одно большое помещение каркасными перегородками на два. Правильно у меня это сделать не получилось, и сегодня расскажу, почему получилось, как получилось, и как же все же сделать правильно. Задача номер один — возвести каркас будущих перегородок. И самая ответственная часть — это разметка. Использовал лазерный уровень с построением нескольких плоскостей. Так получилось сделать ровнее, и чтобы стены были там, где надо параллельные, и там, где надо перпендикулярные. Чертил на полу осевые линии, и для большей наглядности решил сразу прикручивать к полу нижнюю направляющую. Для каркаса купил сухую строганную калиброванную доску 35×95. Ранее уже работал с металлическим профилем, с доской лично мне работать в данном случае показалось удобнее, поэтому выбрал доски. Напиливал все необходимое в размер на улице торцовкой и через битумную войлочную прокладку 75-ми саморезами прикручивал доски к полу. Профессионалы уже заметили, что тут все одна большая сплошная ошибка, но обо всем по порядку. А пока я начал открывать для себя целый новый мир каркасостроения, так как оказалось, что я в этом не бум-бум. Но вижу цель, не вижу препятствий, и потихоньку начал вырисовываться контур будущих перегородок. Сразу обнаружил еще одну свою ошибку, которую сделал еще на этапе проектирования. Оказалось, я предусмотрел слишком узкий коридор. Принял решение его расширить, сделать дополнительный угол у лестницы. Это в свою очередь привело к тому, что стойка под прогоном крыши оказалась не в том месте. Поэтому собрал дополнительную из двух сколоченных вместе досок, а старую нужно было демонтировать. Аналогичным образом действовал и для второй перегородки. И для стоек в любом случае в этом месте необходима была сдвоенная доска, так как именно на этой стороне потом будут висеть двери. Нижняя часть каркаса перегородки шла где это максимально возможно вдоль балок перекрытия, а верхняя должна была пойти по стропилам. И перед тем, как прикручивать доску к стропилам, проклеил все снизу доверху специальной уплотнительной самоклеющейся лентой, чтобы щелей не было и место повреждения пароизоляции от крепежа не продувалось. В одиночку крутить не самые короткие доски, особенно над головой, не очень удобно, поэтому решил ускорить работу за счет недавней обновки в виде безмасляного компрессора и пневматического нейлера. С их помощью было супер удобно временно фиксировать доски на свои места и где-то что-то двигать при необходимости. Процесс макетирования начал с дверных проемов и по лазерному уровню продолжил расставлять стойки по местам через 60 см по центрам. Часть перегородки сделал чуть более правильно, когда верхняя и нижняя обвязки со стойками собираются на полу отдельной картой, а затем поднимаются и устанавливаются в проектное положение. Так по-хорошему должны делаться все перегородки. Так получается и быстрее, и удобнее, и качественнее, и с прямоугольными не несущими перегородками я бы так и сделал. А вот из-за опирания конькового прогона, наклона крыши, и так как я не профессиональный строитель, лично мне была понятнее сборка по месту. Между всеми стойками закручивал перемычки на высоту 119 см до нижней обвязки, и после того, как все вставало на свои места, за раз обильно прокручивал саморезами со всех сторон. Без уголков, просто крутил саморезы по диагонали.
На всех углах прикручивал дополнительно еще 2 стойки для того, чтобы потом с обратной стороны было во что прикручивать отделочный материал по краям. Не все такие места учил заранее, поэтому на одном внутреннем углу выкрутился брусками, чтобы точно хватило досок. В таких местах часть перемычки нужно было выпиливать. Часть досок на перемычке попала под дождь, и вживую убедился, насколько сильно отличается одна и та же доска в сухом и мокром состоянии, и пару получившихся ступенек убирал электрорубанком. Очень важной частью работы стала и проклейка пароизоляции. В местах у стоек было необходимо заклеить получившиеся дырки, из них прям дул ветер, если поднести руку. Обильно все это проходил лентой вокруг стоек. Также убрал все прошлые косяки с дешевой лентой, которая через 2 года просто отвалилась. Алюминиевая лента не отклеилась нигде, но в итоге это тоже не самый лучший кандидат, так как она имеет свойство рваться по стыку. Проклеивал все дефектные места в пароизоляции заново. За свою практику попробовал уже целую кучу разных лент, и лучше это Дельта, но на ней можно разориться. А так как мне все равно обклеивали мансардное окно КНАУ защита, и посмотрел вживую, что она в целом сильно дешевле и при этом не сильно хуже, поэтому докупил ее. Каркас готов, можно приступать к обшивке. Для этих целей купил гипсокартон. Рассматривал и ОСБ, и ГВЛ, и особенно QuickDeck, который уложен на полу. Но с ним прикол, что иногда получаются заметные стыки со ступеньками, и да, их можно шлифовать и в тупую на QuickDeck потом поклеить обои. Но я подумал, что когда я захочу поменять обои, и именно не если, а когда, так как этот день всегда рано или поздно настает, так вот в таком случае без шпаклевки я бы потом себя просто проклял. Плюс из-за треугольников с QuickDeck'ом было бы очень много обрезков, так как шип и паз бы не сходились. Поэтому треугольные перегородки делать гипсокартоном чуть ли не вдвое дешевле. Даже на моем объеме работы это заметная сумма. ГВЛ хорошо, но дороговато. ОСБ бюджетный вариант, но тоже как его потом отделывать не очень понятно. Поэтому именно с точки зрения дальнейшей чистовой отделки гипсокартон лично мне был сильно понятнее, поэтому остановился на нем. И не зажилил 3 копейки, даже для обычных комнат купил влагостойкий гипсокартон. Стройка в целом не дешевое удовольствие, часто закупки стройматериалов у меня измеряются несколькими сотнями тысяч рублей. Пока коплю эти деньги на очередной этап, предпочитаю, чтобы они не лежали просто так на карте, а тоже помогали в работе и коплю их на вкладе. Для этого сейчас лучшее время, потому что ставки по вкладам очень сильно выросли. Но банков много, и как быстро узнать, в каком из них лучшие условия? Например, можно воспользоваться поисковиком Яндекса, где есть специальный блок, в котором можно подобрать дебетовую карту, рассчитать ипотеку или в моем случае подобрать наилучший банк для открытия вклада. Можно просто написать «Открыть вклад», задать интересующие параметры, например, по размеру и сроку вклада. Так меня больше всего интересуют вклады с частичным снятием без потери процентов. Воспользоваться можно в приложении Яндекс с Алисой по ссылке в описании. Пользуйтесь поиском Яндекса, он реально поможет разобраться. И все из-за той же лестницы и работы в одиночку специально покупал маленькие листы гипсокартона 0,6 на 1,5 метра. Большие банально было бы не поднять наверх, и потом заманался бы я в одного с ними работать. Особенно оценил удобство на лестничном проеме, где с каждым листом приходилось работать все в более странной позе. С большими листами весь процесс происходит куда быстрее и по возможности лучше покупать их, но, как говорится, обстоятельства решают. В процессе до меня дошло, что после зашивки в коридоре будет темно. Подсветка лестницы помогает, но все равно нужно было бы добавить дополнительную лампочку, провода для которой предусмотрел еще на этапе 1-го этажа. Листы, требующие подрезки, вымерял по месту и по уровню в качестве упора прорезал обычным ножом лист с одной стороны. Делал кромку на стыке 2 листов, для этого покупал специальный рубанок со сменными лезвиями от того же ножа. Сгибал лист, ломая его по прорези, и отрезал картон с другой стороны. Получившуюся часть прикручивал на свое место. В пылу обшивки чуть не забыл, что не проложил провод к датчику движения для включения подсветки лестницы при спуске. Перфоратором проделал отверстие между перегородкой и тетивой, в которое удалось спустить провод. Затем перьевым сверлом проделал отверстие в будущей перегородке, чтобы можно было спрятать провод внутри и аккуратно разместить потом датчик движения в подрозетнике на стене. Провод на месте, можно продолжить вести монтаж гипсокартона. От пола положено делать отступ. Для этого использовал вдвое сложенную битумную войлочную прокладку. Затем фиксировал лист на несколько саморезов и прокладку вытаскивал. Некоторые листы требовали подрезки не только по одной линии, и ножом это получалось плохо. Дальше в таких случаях действовал с помощью сабельной пилы, но тут бы подошел и обычный электролобзик.
Со стороны лестницы, так как я балбесина, не предусмотрел отступ между стеной и тетивой на 2 листа гипсокартона, а только на 1. Поэтому и делал кромку на стыках, а также крепил листы примерно через каждые 20 сантиметров, так как здесь будет только 1 слой листов. Там, где будет 2 слоя гипсокартона, то кромку на первом я уже не делал и крепил примерно через 40 сантиметров. Плюс положено делать разбежку стыков, и на первом слое я как-то это упустил. Продемонстрирую далее на втором. Для крепления купил якобы специальные саморезы гипсокартон дерева, у них должна немножко отличаться резьба, но на вид это были обычные черные саморезы. Крутить надо очень ровно и аккуратно, в этом помогает специальная бита с магнитной насадкой, выступающая в роли ограничителя. Так как важно, чтобы шляпка утопилась ровно, если она будет сильно торчать, это усложнит дальнейшую чистовую отделку. А во-вторых, очень важно не порвать картон, ведь гипс сам по себе нифига не держит крепеж, и держится все именно на слое картона, а криво вкрученный саморез его разрывает. Буквально через пару саморезов пожалел, что сразу взял пачку на 4000 штук. Чуть ли не каждый третий оказался вот с таким дефектом шляпки. Из-за него рвался гипсокартон, и приходилось либо крутить еще саморез, либо выбрасывать этот, что тратило больше саморезов и больше времени. И как бы это парадоксально не звучало, но дешевле будет, если купить саморезы, которые стоят дороже. Надо было купить по 100 штук разных производителей, сравнить и потом уже покупать основной объем. Также не сразу до меня дошло, что я опять все кручу своим любимым импактом, который прокрутит всю стойку насквозь даже с расширительной насадкой. Попробовал крутить шуруповертом с регулировкой усилия, и фокус не удался. Дело в неоднородности древесины. В одном месте идет как в молоко и необходимо одно усилие, а рядом с сучком дерево сильно плотнее и надо совсем другое усилие. С металлическим профилем, наверное, бы прокатило. И в таком случае вообще стоит присмотреться к ленточному шуруповерту. Даже на небольшом объеме вроде моего он бы окупился просто за счет ускорения работы. Но Илья из прошлого не смотрел этого видео, поэтому плюнул и продолжил крутить все импактом просто на глаз. Также очень важно соблюдать отступ от края, так как гипс просто крошится, ломается, и в таком случае лист нормально не фиксируется. Тут я понял свою ошибку с выбором стоек. Их надо было брать толщиной не 35 мм, а хотя бы 45, чтобы на стыке 2 листов гипсокартона хватало места закрутить оба самореза с нормальным отступом от края листа. И особенно это ощущалось в углах на втором слое, где редко удавалось вкрутить саморез в стойку из-за смещения в сторону еще на 12 мм. Когда заканчивал крутить первый слой гипсокартона по перегородкам, доложил еще часть проводки под розетки и выключатели. Часть я прокладывал в гофре между балок перекрытия еще до работ по черновому полу, но по каким-то причинам не доделал тогда до конца и вспомнил об выключателях только сейчас. Выключатели заставили призадуматься. Так как у меня на первом этаже дома часть освещения управляется умным домом, и я на практике пользовался беспроводными умными выключателями, то в теории можно было бы вообще не прокладывать дополнительные провода. На лампочке питания уже подается, а потом можно просто прикрепить беспроводной выключатель прямо на чистовую отделку стены, так как это у меня сделано, например, на кухне. И можно было бы включить свет кнопкой или сказать Алисе: «Включи кровать». Не везде это прям необходимость, но иногда я прям кайфую. Если бы мне надо было докупать провод, возможно, я бы пошел по пути беспроводных выключателей. Но так как провод у меня еще остался от работ по первому этажу, решил все-таки проложить, так как хуже точно не будет. Покупал тогда провод ВВГНГ 3 на 2,5 на розетке и 2 на 1,5 на освещение. Перьевым сверлом проходил все стойки в середине ближе к низу насквозь и затягивал необходимое количество провода. Перед тем, как сделать отверстие для подрозетника, в этом месте начал прикручивать второй слой гипсокартона. Размещал его в этот раз уже горизонтально для смещения стыков и все так же ставил на прокладку. Для первых разов использовал лазерный уровень, чтобы он линией показывал, где проходит стойка, так как крепеж уже скрывается за листом и чтобы точно не промахнуться. Но через пару листов наловчился и не промахивался уже просто на глаз. Старался не забывать делать кромку на стыке листов, заценил рубанок, с ним это получается сильно быстрее и качественнее, чем просто ножом резать, и потом получится лучше заделать эти стыки. Листы у проема для ускорения работы не размечал заранее, а крутил целиком. Проще его было отрезать по месту, используя стойку как направляющую.
И следующий ряд начинал с целого листа в обратную сторону, чтобы соблюсти ту самую разбежку стыков. Появилось место для подрозетника, и так как высота выключателей на первом этаже сделана под мой рост, то и на втором сделал так же. От прошлых работ осталась 70-я коронка по бетону, ей в 2 счета проделал необходимое отверстие и просунул провод. Также сделал отверстие под датчик движения у лестницы, только предварительно усилил его с обратной стороны вторым слоем, что было зря, так как я потом еле-еле запихал туда вату. Сжиматься на дополнительные 12 мм она совсем не хотела. Если бы это была такая же вата, как я клал в перекрытие, то она бы сжалась без проблем. Но для перегородок я купил более плотную акустическую минвату подороже. Вроде как у нее структура волокон другая, но и плотность тут напрямую влияет. Чем она больше, тем лучше звукоизоляция. Шаг стойка-перемычек выбирался специально не только, чтобы листовой материал было во что прикрутить, но и чтобы вату по возможности резать как можно меньше, и чтобы она вставала в распор без щелей. Именно поэтому доска 35 на 95, а не ровно на 100, чтобы вата прижалась как можно плотнее. К тому же важно не попасть, так как я попал на перекрытии. В тот раз купил упаковки с компрессией, то есть где вата находится в сжатом состоянии. Их удобно перевозить, удобно носить, но я не знал, что вата потом никогда не расправляется до своих заявленных размеров. И в перекрытии еще норм, а для стен точно не стоит брать компрессионные упаковки. Уточняйте это в магазине перед заказом, потому что мне тогда ни слова не сказали и просто привезли, что привезли. Также важно учесть, что у некоторых производителей вата в длину 1,20 м, а у некоторых метр. Поэтому надо знать заранее, чем заполнять, чтобы не промазать с местом установки перемычек. На наклонных частях без подрезки ваты было никак, и для этого все так же выручал уровень в качестве направляющей и резал вату ножом для теплоизоляции. Еще в начале стройки еле задушил жабу, чтобы его купить, а теперь не нарадуюсь. Плиты из пачки практически не пылят, а вот при подрезке начинается то самое веселье с чесоткой. В сравнении со стекловатой оно не идет, но приятного все равно мало. В ход пошел респиратор, и по-хорошему нужно было что-то с длинным рукавом, потому что потом было раздражение по всем предплечьям. И очки, так как чесались глаза. Вот из-за работы с ватой я и не люблю каркасную технологию. Открывал окна, чтобы пыль хоть как-то улетучивалась, но это слабо помогало. Пару щелей в каркасе я заранее заклеивал лентой, чтобы вата не торчала в комнату, и долго думал насчет пленки. В наружных стенках пленка внутри обязательно. Она является пароизоляцией и не дает вате напитывать влагу. И герметичность еще один важный параметр как с точки зрения теплопотерь, так и с точки зрения звукоизоляции. А вот на внутренних перегородках пленка нужна по ситуации, в зависимости от назначения конструкции. Так как я разделяю между собой две комнаты, в которых предполагается одинаковая температура, то вот вам объяснение на строительном языке, почему пленка в них не обязательна. К тому же из прошлого опыта выяснил, что последующий слой полимерной шпаклевки, клея и флизелиновых обоев в полной мере будут являться дополнительной защитой, если все же частички ваты соберутся куда-то переместиться. Для тех, кто все равно хочет перестраховаться пленкой, вот одна из лучших для этих целей.
На втором слое гипсокартона постарался и чуть более правильно обшить дверные проемы. В идеале это надо делать вообще из одного большого куска целиком и вырезать проем уже по месту на прикрученном листе, чтобы по краям не было стыков, так как там вероятнее всего появление трещин. И тут тоже преимущество было бы на стороне больших листов. При строительстве дома старался добиться акустического комфорта, то есть хорошей звукоизоляции как снаружи дома, так и внутри между комнатами. Для этого специально делал толще перегородки на первом этаже, набирал хороший слоеный пирог перекрытия и отделил каждое помещение друг от друга двумя дверями. Из-за каркасной перегородки было больше всего опасений. Ранее в своей жизни я уже собирал каркасную перегородку в доме у родителей и делал это брусками, соединенными на уголки, и заполнял все так же ватой, которую клал в перекрытие. И сначала все было супер, максимум из соседней комнаты доносилось приглушенное бу-бу-бу, если за стенкой кто-то разговаривал. А через год-полтора стало прям отчетливо слышно все слова, то есть звукоизоляция куда-то испарилась. Думаю, что в том случае, во-первых, бруски усохли и на стыках появились большие щели, а во-вторых, неплотная вата сильно осела под действием бессердечной гравитации. В этот раз постарался учесть эти моменты, плюс ходят по интернету мифы, что якобы вата в принципе не особо что-то заглушает. При работах по устройству вентиляции я проверил данный миф на практике. Брал тупо плиты из пачки и обкладывал ими вытяжной вентилятор и вживую убедился, что вата реально участвует в звукоизоляции. С ней становится сильно лучше. Заполнение каркаса перегородок на мансарде я вел с включенной музыкой на первом этаже, и с каждой заполненной ячейкой музыку становилось слышно все меньше и меньше. Шумомера у меня, к сожалению, нет, но на слух звукоизоляция каркасных перегородок толщиной 145 мм на мансарде получилась полностью сопоставима с перегородками из газоблока D500 толщиной 150 мм и со штукатуркой по сантиметру с двух сторон. Звукоизоляция не идеальна, и какой-нибудь кирпич или бетон даст лучший результат, но в обычной жизнедеятельности получилось вполне комфортно. Еще по опыту проживания на первом этаже убедился, что надо забыть про одинарные розетки и везде предусматривать минимум двойные. Поэтому по лазеру разметил место под вторую розетку и коронка просверлил дополнительное отверстие. Также еще обзавелся специальным фаскоснимателем для последующей более качественной установки подрозетников. И на самом деле работ по крыше и этих двух перегородок мне хватило, чтобы принять решение, что больше я таким в своей жизни заниматься не хочу. Заливки бетона, кладка газоблока и штукатурка мне куда более понятны. И на самом деле требуют сильно меньше квалификации, чтобы сделать хороший дом. Хороший каркасник — это прям целое произведение искусства с невероятным количеством мелочей. И вот так вот, делая работы первый раз в жизни своими руками, очень надо постараться, чтобы получился достойный результат. Уже построив дом, насмотревшись мастер-классов, все равно у меня получилась какая-то художественная самодеятельность. Благо это внутренние перегородки, и со своей задачей они более чем справятся. И теперь при подъеме на второй этаж мы попадаем в достаточно просторный тамбур, откуда есть выход в комнату налево и в комнату направо. Обе комнаты получились площадью 16 квадратных метров, и это без учета площади ниш под хранение. Под прогонами появятся декоративные перегородки, отделяющие зону хранения барахла от площади основной комнаты. Также фронтоны планирую тоже зашить гипсокартоном. От пола до конька получается 2,5 метра. Так как назначение помещения это детское, то этого более чем достаточно даже с учетом наклона. Проводил опрос по поводу дальнейшей чистовой отделки в плане того, что у меня первый этаж сделан так, как мы привыкли видеть где-нибудь в хороших квартирах. А на втором этаже была идея сделать что-то более похожее на дачу. И голоса разделились ровно 50 на 50. И у меня есть референс того, что по итогу должно получиться, и вот такую красотищу даже можно сделать своими руками за адекватные деньги. И принял решение, что все вертикальные поверхности я буду делать гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, а все наклонные поверхности буду делать имитация бруса. Эта комната получилась реально просторная, светлая, классная. Здесь вот за счет вот этого угла теперь получается можно будет сделать стол от стенки до стенки, и будет некая такая рабочая зона, допустим, для ребенка. И прям реально хорошее помещение получилось. Самое интересное место в отделке это было вот это. Как это потом все сделать начисто, вообще пока что не представляю, потому что там вот у меня торчит еще не закрытый кусок ваты, потому что моего роста не хватает для того, чтобы там прикрутить лист, и нужно изобретать какую-то конструкцию, как вести работы потом на этой высоте на лестнице. А вторая комната, будем называть вещи своими именами, получилась ущербная. И здесь я планирую зашить вот эту нишу, чтобы до конца закрыть доступ к щиту. Оставлю какой-нибудь люк, ласт или типа того. И чтобы было не слышно до конца вытяжку на кухню.
И это помещение предполагалось под мой кабинет. В этой зоне должно было быть типа мое рабочее место, а вот этот вот аппендикс, который я принял решение не зашивать, здесь можно будет хранить какое-то барахло, плюс вот в эту нишу можно вставить какую-то кровать. И для постоянного спанья это, конечно, был бы бред полный, но, допустим, можно было бы использовать как какую-то гостевую историю, где иногда нужно положить, можно было бы даже 2 человека, и это бы вполне очень хорошо помогало. Самый мой большой косяк получился с расположением окон. Это тот случай, когда вот к каким последствиям приводит стройка без проекта, первой жизни и все такое. Проект моего дома появился уже после строительства, и в нем все начерчено как положено. Есть вся информация в закрепленном комментарии, кому интересно. А получилось то, что предполагалось 4 мансардных окна, а не 2. И третье окно, оно должно было вставать вот сюда над лестницей, и оно сюда хорошо встает, его можно добавить. А 4-е окно должно было появиться вот в этой вот как раз зоне. И прикол в том, что из-за прогонов оно должно быть смещено чуть-чуть наверх, так же как то, и оно попадает ровно в середину окна вот над этой перегородкой, и получается, что окно сюда не вставить. И как я рассказывал в ролике про установку мансардных окон, что при повторном строительстве я бы отказался от этих прогонов. В местах установки окон делал бы двойные стропила для того, чтобы окна можно было чуть-чуть ниже опустить. И тем самым оно бы сюда в нишу хорошо вставало, все было бы симметрично, классно и красиво. В случае, так как у меня это получилось, как получилось, либо оставлять помещение без окон, либо жертвовать симметрией и смещать их немножко вот в эту плоскость. Так как моя профессиональная деятельность подразумевает видео-аудио производство, в моем кабинете окна мне наоборот бы только мешали, и поэтому я и заказывал не 4 мансардных окна сразу, а 2, потому что потом, когда-нибудь, может быть, однажды я бы там доставил. А в целом мне бы хватило и 2, и в моем кабинете они как бы, мне вообще были ни к чему, поэтому получилось как получилось. Даже без окон, я думаю, найти предназначение 16 квадратным метрам вполне можно, и площадь никуда не пропадет. Читал все ваши комментарии по поводу того, что теперь данный дом продается, много было эмоций, и об этом как-нибудь расскажу в другой раз. Сегодня все же речь про стройку. И я чуть не забыл рассказать про еще один косяк. Данный угол сделан неправильно, потому что нужно было вот этот лист гипсокартона делать короче, а этот длиннее, чтобы он его перекрыл, и потому что у нас потом пойдет уголок, и 2 листа уголок не перекрывает. Чтобы здесь не было потом трещины какой-то, нормально все это заделать, должно было быть сделано так, как я сделал потом на остальных углах, чтобы был стык только вот одного листа, потому что те сделаны со смещением, несмотря на 2 слоя, там каждый лист перекрывает, и таким самым получается более лучшая, потом более качественная чистовая отделка. Также заценил, насколько лучше отделка получается, когда ведешь ее в 2 слоя. В 1 слой не запрещено, даже у производителя есть прям технология производства работ, расписанная, как это делать в 1 слой. Но в 2 слоя прям сильно лучше, даже с точки зрения вандалоустойчивости. Хрен его сломаешь вообще, когда он сделан в 2 слоя. В 1 слой он проламывается очень легко. Для продолжения работы основной объем материала у меня уже куплен, и осталось только до конца выздороветь. Так что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, и до встречи в следующем видео.